Привет! Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как сложности адаптации в эмиграции, о пресловутых стадиях эмиграции, которые переживает человек, оказавшийся вдали от дома, в чужой для себя среде. О том, как иногда просто все хочется сбросить и сбежать куда подальше. Я поделюсь своим опытом на эту тему, как человек, который переехал в Австралию уже несколько лет назад, о том, с какими сложностями я столкнулась, какие ошибки я совершала, и о том, как можно облегчить этот процесс. Господи, эти какаду сегодня просто что-то с чем-то. Итак, я живу в Австралии уже чуть больше 4,5 лет. Приехала я сюда по профессиональной визе и вот только что получила гражданство. Да, можете меня поздравить. Если вам интересно узнать о том, какая у меня была виза и о том, как я ее получала, то я уже сняла подробное видео об этом, и ссылка на него будет в описании. Ну, а если вам интересно узнать о процессе получения гражданства, дайте мне знать в комментах, и я сниму для вас видео. За все время, пока я проживаю в Австралии, я наблюдала в себе некие изменения моего отношения к этой стране и к эмиграции в целом. Это действительно ощущается как стадии, и специалисты выделяют 4 из них. Это медовый месяц, разочарование, настройка и ассимиляция. Я хочу сейчас быстро проговорить про каждую из этих стадий, а потом поделюсь своим опытом и расскажу, на какой же стадии я сейчас нахожусь. Итак, первая стадия – это медовый месяц или такая эйфория. Ты приезжаешь в новую страну, в страну своей мечты. И это, наверное, такое состояние туриста, только даже лучше. Ты путешествуешь, наслаждаешься страной, тебе все нравится, ты все замечаешь, какие-то отличия, и все это приводит тебя в абсолютный восторг. И это очень легко, особенно в такой солнечной, красивой стране, как Австралия. Это очень классная стадия, которая, конечно же, заканчивается, и приходит осознание того, что все-таки не нужно путать туризм с эмиграцией. И тогда наступает следующая стадия, стадия разочарования. Ты начинаешь сталкиваться с какими-то сложностями, с которыми туристы обычно не сталкиваются. Да, с какими-то бытовыми проблемами. Тебя начинает триггерить языковой барьер. Бывают вообще такие моменты, когда тебе не хочется контактировать с окружающим миром, с людьми, или тебе даже становится страшно от этой мысли. Даже такой простой момент, как разговор с интернет-провайдером по телефону, вызывает у тебя панику, и ты начинаешь его откладывать. Ты начинаешь ощущать себя тупым только потому, что ты не понимаешь людей вокруг. Появляется тоска по родине, тоска по своей семье, по своим друзьям, по каким-то вещам, к которым ты привык. Также могут накладываться финансовые трудности, да, у всех разная ситуация, но так или иначе такой фактор тоже присутствует, и он, конечно же, будет носить свой вклад вот в этот момент разочарования в стране. Также приходит осознание того, что каким бы крутым специалистом ты не был в своей стране, возможно, тебе придется начинать весь свой карьерный путь сначала, и здесь ты никто. Третья стадия – это процесс настройки. Ты сталкиваешься с трудностями на своем пути и начинаешь их преодолевать. Это часто сопровождается такими вещами, как гнев, фрустрация, раздражение. И это на самом деле самая опасная стадия, в результате которой человек, в общем-то, принимает решение уехать ему или остаться. И это состояние может длиться годами. Ну и для тех, кто пережил все это, есть следующая стадия, которая называется ассимиляция. В идеале хорошая ассимиляция – это когда ты сохраняешь какую-то свою самобытность, свой культурный бэкграунд, но при этом ты принимаешь также новую страну и ее культуру, ты интегрируешься в окружающую среду, ощущаешь себя ее частью, и ты можешь назвать это место домом. И вуаля! Все вроде бы звучит так просто, но на самом деле это все очень сложный процесс. А теперь я хочу немного поделиться тем, как это проходит у меня и о том, какие ошибки я совершала. Очень большая ошибка – это то, что у меня затянулась стадия медового месяца. Я как-то старалась себя так немножко оградить и очень постепенно входила в новую культуру, в новую страну, как будто бы, возможно, даже боясь столкнуться с реальной жизнью. Я придумывала себе какие-то задания, да, например, вот я сейчас сдаю на права, фокусируюсь на этом. Это целый процесс, который занимает все мое время, и об остальном я подумаю потом. Завтра, как сказала бы Скарлетт О'Хара. Я себя так, можно сказать, щадила. И здесь, мне кажется, важно отдавать себе отчет в том, что эта стадия, она рано или поздно закончится. И чем больше ты оттягиваешь вот этот момент, тем больнее тебя может ударить по голове окружающая реальность. Вторая ошибка – это то, что по приезду в Австралию я в основном ограждала свое общение с русскоговорящими людьми.
Это действительно проблема. Причем даже когда мне это общение попадалось, да, даже когда я его специально не искала, например, какой-то small talk, да, то есть люди вокруг любят поговорить о каких-то таких мелких вещах, я старалась как-то быстренько закончить разговор и ретироваться побыстрее. Ретироваться. Еще один момент, и, наверное, это самая большая проблема. У меня присутствовал страх и неуверенность в собственных силах. Я считала, что мой уровень языка недостаточно хорош для того, чтобы мне, например, пытаться найти работу. Я думала, что так как у меня нет местного опыта работы, нет местного образования, это тоже станет проблемой. И из-за этого всего я даже не пыталась на первом этапе искать работу. И я пошла учиться в колледж. И здесь я еще хочу сказать, что я была абсолютно права по поводу английского языка, потому что я не понимала ни своих одногруппников, ни учителей. В большинстве своем, 70% я точно не понимала. Я могла сидеть с людьми, слушать их, минут через 5 понять, что они разговаривают про сервис машины. И когда я это понимала, они уже обсуждали что-то другое. Я не говорю о том, что учеба — это была плохая идея, потому что образование — это всегда плюс в любом случае, но я думаю про то, что, возможно, было бы хорошей мыслью попробовать поискать, например, себе работу на неполную занятость во время учебы. Когда я закончила учебу, я не сразу смогла найти работу по специальности и была вынуждена пойти искать работу официанткой. И я устроилась в ресторан довольно быстро. Мне нужны были деньги, ситуация была безвыходная, и в этом плане это был такой хороший стимулирующий фактор. У меня просто не было другого выбора. Работа мне очень не нравилась. Но у меня не было выбора, общаться или не общаться с людьми. Если на учебе я могла себе позволить выбирать, хочу я общаться или нет, то в этом случае моя работа состояла в том, чтобы общаться с людьми. Я переспрашивала, просила продиктовать мне по буквам названия каких-то напитков, потому что я их, во-первых, не знала, во-вторых, я просто не понимала, что говорят некоторые люди. Это был такой стресс, но я очень хорошо подтянула свой английский за вот этот период. И самое главное, набралась уверенности в том, чтобы говорить, чтобы преодолевать вот этот барьер и говорить с людьми. Как результат, я потом устроилась на работу по специальности, которой я сейчас очень довольна. И я считаю, что тот мой выход из зоны комфорта, и вот этот вот челлендж самой себе привели меня туда, где я сейчас нахожусь, и сделали мою жизнь объективно лучше. И, кстати, я уже снимала видео про обе эти работы. Ссылки на них я тоже оставлю в описании. Итак, какие выводы можно сделать? Во-первых, я считаю, что я нахожусь сейчас на 3-й стадии, та самая стадия борьбы и преодоления. У меня бывают трудности, у меня бывают моменты какие-то депрессивные, когда мне тоже не хочется ни с кем общаться, когда у меня падает какая-то мотивация что-то вообще делать. Но это такой процесс, через который нужно пройти, и я убеждена, что он просто необходим. Наверное, только от меня зависит, сколько будет длиться этот процесс, и я считаю, что есть вещи, которые помогают адаптироваться быстрее. Во-первых, очень важно учить язык. Важно учить его до переезда в страну, что, в общем-то, я и делала, но я именно готовилась к экзамену по английскому языку IELTS. То есть у меня была цель сдать язык. Но помимо этого, либо, например, когда язык уже сдан, я считаю, что хорошей идеей было бы, например, позаниматься с носителями языка. Когда я сюда приехала, я не понимала людей, потому что оказалось, что австралийский английский, он совсем другой. Они так смешно и странно разговаривают, что я их просто не понимаю. Я даже не понимаю на кассе, что мне говорит продавец. Chelsea, mate, how you going, mate? Yeah, good to have you down here. Have fun with phone, everything all right? Bit of a day for it, a couple of baby longs in the morning. Never went astray, mate. Help yourself to the fridge, eh? Я считаю, что какая-то предварительная практика с носителями помогла, во-первых, в понимании людей, во-вторых, помогла бы преодолению вот этого барьера языкового. Когда я сюда приехала, я просто боялась общаться с людьми. Вот латиноамериканцы, они меня всегда восхищают в этом плане, они абсолютно ничего не боятся, тараторят только так, делают ошибки, им без разницы. Они общаются, они набирают вот этот вот опыт и ломают языковой барьер. У меня был страх совершать ошибки, и я очень часто молчала. Да, без практики, к сожалению, ничего не сдвинется с места. То есть общаться, например, через какие-то образовательные порталы с носителями языка. По приезду здесь стараться больше разговаривать, не избегать вот этих small-толков, звонить в колл-центры, задавать вопросы продавцам, слушать музыку, подкасты на английском языке, в данном случае, в моем случае. И я уверена, что процесс пойдет. Также я уверена, что лучше как можно быстрее посмотреть своему страху прямо в глаза
и устраиваться на работу. Ну, то есть в моем случае у меня это был прямо страх, что я недостаточно хороша, что мой английский недостаточно хорош, что у меня нет подходящей квалификации и так далее. Даже если не получается устраиваться на работу сразу, какую-то желаемую, да, работу своей мечты, я думаю, что любая работа — это лучше, чем ее отсутствие. Ты погружаешься в эту страну, ты начинаешь общаться с людьми, ты изучаешь, как здесь все устроено. Ты устанавливаешь какие-то связи, и даже потом эти люди могут стать твоими референсами. Да? Здесь при устройстве на работу очень важно указывать свои референсы. Сейчас улетит телефон. При устройстве на работу очень важно указывать какие-то полезные контакты. Кстати, можно указать своего миграционного агента, или я также указывала своих учителей. Господи, погода портится просто на глазах. Я постараюсь сейчас записать. Очень важный момент — это друзья. Друзья, которые вас поддержат. Да, я сказала, что нужно общаться с носителями языка, но также важно, чтобы рядом были просто какие-то близкие люди. Если здесь нет близких людей на данный момент, то нужно поддерживать контакт со своими друзьями на родине, да, искать это общение, искать эту поддержку. Бывает очень сложно и просто необходимо рядом иметь вот таких близких людей. Нужно вытаскивать себя на какие-то встречи, да, искать какие-то... Нужно вытаскивать... Нет, не падай! Нужно вытаскивать себя на какие-то встречи, митапы, искать вот это общение, искать какие-то свои интересы, да. Мне кажется, это очень важно, все это взаимосвязано. Это часть нашей адаптации в стране и то, насколько хорошо вы будете себя чувствовать. Телефон все-таки упал, и я надеюсь, что я поставила его примерно на то же самое место. У меня в штативе отвалился винтик. Меня просто сносит, телефон упал. Вчера мне экстренно пришлось прервать съемки видео, потому что буквально за 2 минуты погода вот так вот изменилась. Начала сверкать молния, поднялся жуткий ветер, пошел дождь, и я просто вынуждена была прерваться. Эй! Ты что делаешь? Эй! Кыш отсюда! Господи, уйди! Уйди! Ты что меня атакуешь? Это кошмар! Он ко мне подходит вообще и просто начинает шипеть на меня. Итак, я надеюсь, что сейчас у меня все-таки получится закончить свою мысль. Эмиграция — это действительно очень сложный процесс, который никому не дается легко. И если вы решились на этот опыт, то это значит, что вы действительно очень сильный и смелый человек, который не боится трудностей. Будьте настойчивы, открывайтесь новым возможностям, которые вам дарит жизнь, новым людям. Радуйтесь даже маленьким победам, и все у вас обязательно получится. Спасибо вам за просмотр и удачи вам в этом нелегком деле.